Декабрь, месяц, уходящий год, время, когда мы все подводим итоги, время, когда все неоднозначно, когда нам хочется большего, чем мы могли бы, месяц, когда нам необходимо понимать, кто мы, куда мы идем, зачем мы идем, месяц, который требует от нас не только гибкости ума, тела, мозгов, но еще и коммуникации. Да? В этом декабре у нас с вами на небе разворачивается Нептун. Первая неделя декабря, планета эмоций, планета любви ко всему миру, да, мир и любовь во всем мире, да, и она как раз-таки разворачивается. Поэтому все дела в работе, в бизнесе, все, что связано с творческой реализацией, все, что связано с творческими проектами, музыкальными, все, что требует от нас вдохновения, эти проекты будут на стопе. В силу того, что мы просто не сможем это сделать. Эмоции будут как словно такие сложены в замке, да? Только более сильные, те люди, у кого сильный Плутон и Сатурн в натальной карте, смогут продвинуть все то, что хотелось, как говорится, продавить мощью своей, да? Но не на вдохновении, как говорится. Поэтому здесь, мои любимые, не переживайте, этот момент временный, и он обязательно пройдет. У нас с вами разворачивается ретроградный Меркурий, да? То есть Меркурий, он разворачивается и становится ретроградным. И здесь, конечно же, понимаете, коммуникация, документы, доставки, поставки, договора, все это начнет сбоить, да? Люди станут невнимательны во всем, что связано с этим. И, естественно, работа, которую вы планировали сделать, она вряд ли, скорее всего, получится. Поэтому здесь, мои дорогие, это понимайте и учитывайте, когда вы планируете свой месяц уходящего года, да, последний месяц. И в последней неделе декабря, да, я бы так сказала, под бой курантов разворачивается Юпитер. Это планета благосостояния, планета развития, планета образования высокого, высшего, да. Это планета мудрости, планета того самого социального статуса, который достается в легкости, как это принято сейчас говорить, да. Нет, на самом деле тот социальный статус, который строится в мудрости, в разумности, в определенной философии по жизни, да, и именно эта философия ценится. Так вот, точно так же это планета удачи, везения, да, и материальных благосостояний, поэтому здесь, дорогие, понимайте, что в момент разворота Юпитера, он был в ретроградном движении у нас с начала сентября, мы были без удачи, как говорится, заканчивается это время, слава богу, да, поэтому здесь понимаете, что все, что связано с Юпитером, оно вот дней на 5 тормознет, поэтому, естественно, все, что связано с Юпитером, а также, когда у нас нет реализации, что делаем мы злимся, да. Планета Юпитер также отвечает за нереализованные амбиции. Юпитер – это планета амбициозная, да, поэтому если наши амбиции не реализовались, мы начинаем что? Они начинают из нас просто искрить. Поэтому, дорогие мои, понимайте, что те эмоции, которые будут у вас в конце декабря, они от нереализованности. Здесь, пожалуйста, отслеживайте и понимайте, не несите это в семью, не несите это домой к любимым, потому что, как говорится, сами виноваты. Понимайте, отслеживайте, что все, что не сделано, нужно сделать. Нет ничего в этом сложного, ужасного и тому подобное. Просто мы с вами пришли сюда для того, чтобы реализовываться, для того, чтобы работать, создавать себя, что-то создавать для этого мира, творить. И если мы этого не делаем, с учетом талантов у каждого персонального, да, человека, то что? Получается, таланты-то мы украли, поэтому давайте включаем все свои таланты и начинаем реализовываться. Конечно, если рассматривать полностью сферу работы, да, то начало декабря очень напряженно, очень сложно, будет не получаться многое, да, будет еще такая агрессивная составляющая, захочется где-то давление проявить, захочется где-то вспылить, да, Солнце будет еще в соединении с Марсом, то есть это еще с полнолуния ноябрьского идет, да, поэтому здесь, пожалуйста, не пылите в работе, на чистом терпении в начале декабря мы идем. Вторая неделя декабря полегче, вторая неделя декабря попроще, поприятнее, но здесь
Вторая неделя декабря, дорогие весы, для вас такой вопрос с подвохом. Работать получится хорошо, но если это не связано с заграничными проектами, с пиаром, с рекламой. Почему? Потому что как раз-таки Венера, ваш главный управитель и единственный, да, будет находиться в оппозиции с Юпитером, и здесь велика вероятность на той агрессии, которая будет в начале декабря, испортить себе репутацию. Поэтому здесь, пожалуйста, внимательнее относитесь к всему тому, что вы делаете, внимательно относитесь к своему бизнесу, к своей работе, для того, чтобы сохранить репутацию себя, своего бренда, своей работы. То есть все то, что попадает под вашу ответственность, пожалуйста, проверяйте несколько раз. Этим и сложна для вас будет работа как раз-таки в первой половине декабря. Что касается второй половины декабря, ретроградный Меркурий, но тем не менее, новый лунный цикл и третья неделя декабря, как раз таки, когда начинается ретроградный Меркурий, прекрасно продолжать проекты, которые вы начали ранее. Те проекты, которые вы когда-то начинали, забросили, они не получились. Те проекты, на которые не хватило сил, мудрости, то есть когда-то давно начали и бросили. Старые проекты, которые забросили, вот здесь прекрасно внедрять, делать, продолжать и закреплять за собой статус того самого ответственного человека. Потому что здесь в работе, я вообще хочу сказать, что третья неделя декабря прекрасное время для работы, для того, чтобы завершить календарный год, несмотря на ретроградный Меркурий. Здесь, пожалуйста, внимательнее, проверяйте все документы, все, что подписываете, данные обещания и тому подобное, потому что велика вероятность того, чтобы испортить все именно документационно и подкинуть себе много дел. Но здесь еще Меркурий в гармоничных аспектах, поэтому сильно много дров не наломайте. А вот последняя, финальная, четвертая неделя декабря, да, подбой курантов, она очень даже напряженная, она очень сложная, захочется все бросить, оппозиция с Ураном захочется вот прям разорвать проекты из-за отсутствия терпения, естественно, разорвать вот ту самую реализацию, в которую вы так долго шли, да, разорвать вот вообще вот все, что было, все, что сделано, захочется просто сжечь. Еще вот этот вот разворачивающийся Юпитер будет подгонять гонка, что год необходимо завершить. Как говорится, все делают вот этот рекап на 2023 год, и вам вот тоже захочется, а вы сядете и поймете, что мало что получилось, да. Вообще, дорогие весы, скажу я вам так честно, да, вообще в 2023 году в работе у многих мало что получилось. Здесь независимо от знака зодиака, да, там, от какой вы крови и тому подобное. 2023 год, он пограничный между 22-м шокирующим годом и 24-м, который еще не определенный, и год, который несет очень много разных событий, неоднозначных, сложных, но они нужны. Так вот, и 23-й год – это тот год, когда мы вкладывали очень много сил, ответственности, внимания, духовных сил в свою работу, но мало что получилось. Получилось, я бы так сказала, у избранных. Ну вот кто прям реально шел на жестком позитиве, на движнике, вот прям вот кто трудился через силу, через пахоту, да, вы, весы, к такому знаку зодиака не относитесь. И это нормально. Поэтому подводите итоги в работе честно. Да, так случилось, да, так получилось, так бывает, идеальных нет. Конечно, для весов быть не идеальным – это очень сложно и печально, но, дорогие мои, понимайте, что здесь необходимо это принять для того, чтобы пойти дальше. Планета везения, удачи, статуса, она разворачивается, и все будет хорошо. В январе вы посмотрите на оставшиеся проекты и работу, которая осталась в декабре, совершенно другим взглядом, и все станет хорошо. Поэтому здесь, пожалуйста, без завышенных требований и ожиданий в работе, для того, чтобы идти расслабленно дальше. Что касается любовной сферы, конечно же, так как месяц сложноватый в работе, то и первая, и третья неделя декабря, они сложные. В первой неделе декабря захочется вот как-то вот поддавить, выйдут на поверхность скелеты в шкафу, разворот Нептуна всегда дает такие интрижки, романчики на стороне, да, старые, прошлые, забытые или незабытые отношения, поэтому здесь, конечно же, к концу ноября, первой недели декабря вот эта вот история прям всплывет. Она у многих уже начинает всплывать, судя по комментам. Но вот она вот у вас, весы, прям как появится, поэтому здесь
Не пылите, очень захочется. Подходите с мудростью. Мудрость — это вот вообще ваш конек, мои дорогие, да? Поэтому здесь запаситесь мудрости и терпения в любовной сфере. Не пылите, не рубите сгоряча, не рвите отношения сразу, потому что пройдет буквально неделя, и вы поймете, боже, то, что я так среагировала-то, да? Поэтому понимайте, что все это временно, что это всего лишь какое-то событие в жизни, в концепции всей вашей жизни, и оно, не вечно, все проходит, да, и это переживете. Вторая, третья неделя декабря – прекрасное время для любовных отношений, для семейного времяпрепровождения. Но, скорее всего, вряд ли вы будете этим заниматься, вы будете работать, трудиться, завершать год, бежать куда-то, волокита. Вторая неделя декабря – не транжирьте, не транжирьте. Захочется прикупить подарков любимым. Плюс еще кому-то люди разделятся на два лагеря, да? Кому-то захочется прикупить очень много подарков любимым, кому-то захочется потребовать эти подарки, да? Поэтому, дорогие, вот здесь, если захочется вам потребовать подарки к себе, тактика не очень. Если хотите вот как-то вот намекнуть, что вам бы хотелось получить что-то в подарок, отложите это на третью неделю декабря. Там получше, да, либо уж в ноябре это сделайте. Вторая неделя декабря сложная для того, чтобы манипулировать, отжимать, требовать, особенно подарки, такое. А вот подготавливать подарки для любимых хорошо, но здесь, внимание, не транжирьте. Вторая неделя декабря, аккуратнее с деньгами, лучше сделайте заначку. Отложите, она вам потом понадобится, потратите на себя, потратите точно так же на близких, сделайте подарки, когда будут совершенно другие приятные аспекты на небе, и все сложится хорошо с вашими деньгами. Вот. Четвертая, последняя, финальная неделя декабря. На работе пожар. Итоги года так себе. В личной жизни, конечно же, нереализованные амбиции в работе. Душат личную жизнь. Захочется все зарубить. Захочется вот сказать, да, как вот оно вот все не так, как хотелось. Естественно, эти эмоции перейдут на семью. Оппозиция Венеры с Ураном. Захочется хлопнуть дверью, подать на развод, сказать, это вообще не то, что я хотела сделать. Но, дорогие мои любимые весы, понимаете, что жизнь, она не всегда такая красивая, как описано в социальных сетях. Жизнь, она вот как есть. Жизнь, она не только основана на материальных благах. Я знаю, для вас это очень важно, для вас это некая стабильность, да, для того, чтобы понимать, что вот я вот так живу, так хорошо, это стабильно и это нормально. Но понимаете, что иногда бывают ситуации, когда все идет не так, как надо. Да, так бывает. Нет ничего в этом плохого, никто здесь не виноват. Вот так иногда складываются обстоятельства. Обстоятельства складываются для того, чтобы нас научить. Для того, чтобы мы понимали, что мы живем не так, как нам надо где-то подняться повыше на свой уровень, для того, чтобы реализовать все то, что нам хотелось в своей жизни, и это нормально. Да? Поэтому, дорогие весы, здесь без завышенных требований, без планок к партнеру, поднимайте планку к себе, да? Свои нереализованные амбиции реализуйте к себе, то есть их на себя направьте, чтобы понимать, что не партнер виноват, что не он вам это предоставил и дал, да? Что вот сейчас не получилось, но в следующий раз, в следующем месяце, в следующем году вы постараетесь и будет хорошо. И это нормальная такая позиция. Не разрушайте быстро, потому что в декабре в конце захочется разрушить жизнь, личную любовь и отношения, которые вы строили много лет, да, в которые вы вкладывали душу. Захочется быстро и получится очень быстро разрушить, я вам честно говорю. Но придет январь, а еще в конце января развернется Уран, и вы скажете, зачем я это сделала, это было зря. Поэтому, мои дорогие, не рушьте то самое тепло, которое у вас есть. Понимаете, что да, с финансами в 2023 году так себе. Из варианта что-то потратить или что-то вложить, конечно же, лучше вложить. Отложите вы это в финансовую денежку, да, либо вы вложите там определенную сумму, там, я не знаю, вы в недвижимость хотите вложить. Прекрасное время для того, чтобы закрепить еще деньги в чем-то осязаемом, да, чтобы вот они были. Прекрасная тактика и позиция, если у вас это есть. Не транжирьте, я знаю, захочется вспылить, покрасоваться. Вот этот разворачивающийся Юпитер, да, уже заговариваюсь, захочет прям вот всем показать, какой я павлин, павлин классный, вот сколько я имею, вот я такой красивый, там, не знаю, запилить фоточку, да, вот похвастаться в прямом смысле. Но
понимаете, что это не надо никому, у всех свои проблемы, у всех свои волнения, да. Я вам серьезно говорю, в конце декабря многие люди будут сидеть с таким ощущением, что вот все, что хотелось, за все, что бился, не получилось. И не портите то душевное и теплое, что согревает вас, когда все плохо. Поэтому, дорогие мои любимые весы, я желаю, чтобы у вас в этом декабре в любовной сфере все сложилось хорошо, чтобы вы урегулировали путем переговоров свои отношения с половинками, с любимками. Потому что это то самое, на чем вы, как говорится, выезжаете всегда. Весы вообще знак зодиака, который растет только в отношениях, и без отношений сложно. Поэтому, дорогие, понимайте, кто вы, какие ваши отношения, куда вы идете вместе. Возможно, вместо того, чтобы повернуть куда-то бизнес, вам необходимо сесть вместе, поговорить, для того, чтобы повернуть совместно свою семью, двигаться куда-то, потому что двигаться вместе к определенным целям и задачам всегда проще. И для вас, дорогие весы, это аксиома. Дорогие любимые весы, вот такой неоднозначный гороскоп на декабрь уходящего 2023 года. Уже стемнело. Спасибо большим фонарям и тем людям, кто их установил. Вот так вы видите вот такую красивую картинку постзакатного солнца. Да? Еще видите, что я вам что-то говорю. Я надеюсь, что была полезна. Я надеюсь, что в этом декабре вы как раз-таки примете все свое материальное, все, что есть в вас, и все душевное, из чего вы состоите, потому что весы — это в прямом смысле инь и янь, это та энергия, которая состоит из мужского и женского, да? То, что вы соедините это все мудростью и пойдете дальше. Да? Работа не является основой для вас в этой жизни. Да, реализация, вектор по жизни, но вы все-таки реализовываетесь в партнерстве. И на этой мудрой и доброй, счастливой энергии растите и сами, да? Растите в отношениях, не бойтесь проходить трудности в отношениях, будьте честны, потому что когда мы честны перед самими собой, все это происходит быстрее. Да, не безболезненно, иногда просто больно услышать какую-то горькую правду, оно так и есть на самом деле, но будьте честны перед собой, снимайте розовые очки в этом декабре, в работе, в личной жизни, розовые очки снимайте. Будьте честны, потому что Сатурн в директном положении очень хорошо влияет на реализацию. Да? Честность — наш конек, как говорится. Поэтому снимайте розовые очки, будьте честными, уберите хвастовство, уберите ленную позицию, соберитесь, как я люблю говорить, да, и понимайте, что месяц достаточно травмоопасный, финальная его часть, ретроградный Меркурий, подготовка к праздникам, а так как вы являетесь воздушным знаком, понимайте, что люди рассеяны, и они могут терять свою внимание и концентрацию. Поэтому, дорогие мои любимые весы, будьте внимательны и ответственны за все, что вы делаете и говорите в этом декабре. Дорогие весы, вот такой был неоднозначный гороскоп для вас на декабрь уходящего года. Я надеюсь, что была полезна. После того, как выпущу все гороскопы на декабрь, в начале декабря ожидайте гороскопы на 24 год персонально для вас, знак весы. Естественно, будет большое видео под ваш знак зодиака, для того, чтобы вы сонастроились со своим «я». И здесь в конце видео обязательно опубликую ссылочку на плейлист со всеми гороскопами на декабрь. Смотрите своих близких, своих друзей, отправляйте им ссылочку, пусть смотрят, пусть строят планы и планируют декабрь уходящего 2023 года. Дорогие, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если у вас есть вопросы, оставляйте здесь снизу, я обязательно на них отвечу. И увидимся с вами в следующем ролике.